Привет, ребята! Сегодня я хочу поговорить о том, что для меня странно здесь, в России. Ну, это неплохо, но просто странно. И я написала список, и сейчас я хочу поделиться им с вами. Давайте начнем. Всем привет, меня зовут Мария Женя из Филиппин. Теперь в своих видео я буду выставлять самые популярные комментарии из предыдущего видео, что бы там ни было. А теперь почему русские такие странные? Первое, что мне бросилось в глаза, это сетитур молодоженов с бибиканьем. Конечно, я понимаю, что это традиция, и очевидно, что я просто не понимаю, зачем вы это делаете. Но когда я первый раз увидела это, я подумала, это они что, торжественно сообщают всем о начале эксплуатации кое-чего? Я про обручальное кольцо, конечно, а не то, о чем некоторые из вас подумали. На Филиппинах обычно такой парад с бибиканием устраивают во время выборов. Политики таким образом пытаются убедить людей голосовать за них. Не понимаю, как это работает, так что мы, филиппинцы, тоже странные. Второе. Русские люди пьют чай с конфетами. Во всем мире люди любят чай со сладостями, например, с тортом или с печеньем. Но я никогда не встречала, чтобы где-то пили чай с конфетками. Поэтому, когда мне первый раз предложили разные конфетки с чаем, я слегка удивилась. Я люблю сладкие, но я редко покупаю, чтобы у меня не было соблазна его есть. Но куда бы я ни пошла, мне почти везде предлагают конфеты. На Филиппинах я их редко кушаю. Обычно там конфеты это только для детей, а не для взрослых. Третье. Однажды я заметила моего русского друга в одной и той же одежде пару дней подряд. Я даже подумала, что он не ходил в душ. И потом я увидела то же самое с многими другими русскими. На Филиппинах люди очень переживают о том, как они выглядят. И надеть одну и ту же одежду пару дней подряд – это очень странно для нас. После этого раза одежду сразу отправляют в стирку. Это потому, что у нас очень жарко, и обычно мы потеем, и мы чувствуем себя очень грязными после того, как побывали на улице. Так что это стало привычкой постоянно принимать душ и часто менять одежду. Как только мы заходим домой, мы тут же переодеваемся в домашнюю одежду. А спать в личной одежде для нас вообще неприемлемо. Четвертое. Русские любят гулять. Я так удивилась, когда меня впервые пригласили прогуляться в жарком Таиланде. Просто говорят, пойдем гулять на улицу. Просто так. Около нашего дома не было ни парка, ни мола. Я была просто в шоке. Кому это вообще придет в голову? Ходить под палящим солнцем, чтобы погулять и отдохнуть. В аду чертей на сковородке жарят, а русские добровольно идут на эту пытку. В этом нет никакого отдыха. Но теперь в России я люблю гулять, потому что где я живу сейчас, очень тихо и спокойно. Мне нравится. Пятое. Однажды меня спросили, ты любишь своего мужа? А я такая, что? Конечно, что за странный вопрос? Я думаю, это самый странный вопрос из всех, которые мне когда-либо задавали. Я уже говорила в одном из моих видео, ссылка тут, что на Филиппинах мы относимся к замужеству очень серьезно. Очень редко пары женятся без любви друг к другу. Я вообще о таком случае ни разу не слышала. Так что, когда я услышала этот вопрос, то очень удивилась. Шестое. Люди поздравляют детей с 1 сентября и дарят им цветы. На Филиппинах мы обычно поздравляем детей после того, как они закончили учебу. Особенно, если они получили хорошие оценки. Поздравление в начале учебного года для меня это очень странно, потому что учеба еще даже не началась, и мы не знаем, будет год успешным или нет.
Может, я просто не понимаю полностью смысла. Если вам не сложно объяснить мне в комментариях, я буду благодарна. Потому что муж специально ничего не рассказывает и все время меня троллит. Подлец и негодяй! Так, не забывайте лайкать, подписываться и жмакать дин-дин. А то мой так сам себе не купит. Саламат по, пока!